Всем привет, друзья! У меня сегодня для вас очень интересный рецепт мандаринового торта. Это такая летняя версия. Тортик также отлично соответствует не только летней, но и зимней тематике. По-немецки этот тортик называется Frischer Mandarinenkuchen vom Blech, что в переводе означает свежий мандариновый пирог. Но так как в этом пироге содержится крем на основе маскарпоне и сметаны, я считаю, что это все-таки тортик. Если вы с удовольствием кушаете мандарины и хотите из этих фруктов приготовить вкусный десерт, тогда этот рецепт для вас. Торт по вкусу получается очень легкий, нежный, с приятной цитрусовой кислинкой. В этом пироге можно мандарины заменить на любые другие фрукты, к примеру, персики, абрикосы. Можно также приготовить с ягодной прослойкой на основе клубники, малины, ежевики, голубики. В общем, давайте готовить. Основа для этого торта – бисквит. Такой очень-очень интересный рецепт, универсальный. Этот бисквитик можно пропитывать не только ягодными прослойками, но и просто кремом. Получается очень-очень вкусно. Можно варьировать с этим бисквитом так, как вы захотите, по вашему желанию. Этот рецепт у меня уже много-много лет. В течение 15 лет я пеку этот замечательный торт. И этот рецепт мне достался от одной пожилой местной немки. Я ей очень благодарна. Он, правда, такой универсальный и просто бомбический. Давайте приготовим сейчас тесто. Для теста мне понадобится 4 яйца. Яйца размером М. Добавляю сюда пол чайной ложечки соли. Этот пирог, тесто на пирог замеряется кофейной чашкой. Все измеряется кофейной чашкой. Беру 2 кофейные чашки сахарного песку. Яично-сахарную смесь нужно будет хорошенько взбить. Взбитым яйцам добавляю кофейную чашку муки. Как только мука соединилась с яйцами, добавляю сюда 3/4 части растительного масла без запаха. Я использую подсолнечное. Кофейную кружку делим на 4 части и берем только 1/3 часть кружечки. Как только вмешалось масло, добавляем сюда воду с газами, минералку с газами, полную кофейную чашку. Я использую медиум. И теперь добавляю еще сюда 2 кофейные чашки муки. Поверх муки пакетик разрыхлителя. В пакетике 16 грамм. Если вам нравятся ароматные бисквиты, можете по вкусу добавить экстракт ванили, к примеру.
Еще раз хорошенько прохожусь силиконовой лопаткой. Вот такое тесто у меня получается. Оно чуть жиже, чем тесто на оладушки. Очень гладкое, нежное тесто. Размер формы, в котором буду выпекать бисквит, 32 на 35, но и бока формы застелила пекарской бумагой. Так как у меня противень невысокий, я установила еще разъемный квадрат. Смазала его растительным маслом и обложила пекарской бумагой. Выпекаю в заранее разогретой духовке на 175 градусов. Время выпечки 30-35 минут. Смотрите по особенностям своей духовки. Я пеку до такого приятного золотистого цвета. Пока выпекается бисквит, приготовим крем. Но прежде чем готовить крем, я сделаю маленькое отступление по поводу кофейной чашки. При приготовлении бисквита мы замеряли все кофейной чашкой. Здесь помещается 250 мл жидкости. Так, чтобы вы могли ориентироваться, какую чашку взять для приготовления теста. Все, теперь готовим крем. Для крема мне понадобится жирная сметана, 30% жирности, 400 грамм. Выжимаю сок половины лимона. Добавляю щепотку соли, 5 столовых ложек сухого молока с горкой, 5 столовых ложек с горкой сахарной пудры. Сахарная пудра по вкусу. Мне нравятся в меру сладкие крема. Но я вот, видите, беру с горочкой. Все хорошо перемешиваю. В этом рецепте также можете использовать сметану 20% жирности, 24% жирности. Это дело вкуса. И теперь добавляю сюда 750 грамм маскарпоне. В банке 250 грамм.
Все хорошо перемешиваю сначала с помощью ложки. Я использовала сок крупного лимона. А теперь беру миксер и все хорошенько взбиваю. Взбивать долго не нужно, где-то приблизительно около 40 секунд, чтобы все хорошенько соединилось. В итоге получается такой очень плотный крем. Он хорошо держится на лопатке. Посмотрите, совершенно не спадает. Крем очень легко перебить, поэтому старайтесь его долго не взбивать венчиком. Очень ароматный, нежный крем. Крем по вкусу напоминает вкус мороженого сливочного. Теперь крему нужно будет дать хорошенько охладиться, накрываю его и отправляю в холодильник. Бисквит готов, я его выпекала ровно 35 минут. Посмотрите, какого красивого золотистого цвета он у нас получился. Бисквит главное не перепечь. Если вы перепечете бисквит, тогда он получится по вкусу очень сухой. Так как в бисквите содержится минералка с газами, бисквит получается по вкусу очень сочный. Его ничем не нужно пропитывать. Он влажный по своей структуре. Готовность проверяйте деревянной шпажкой. Шпажка из бисквита должна выходить сухой. Я этого не делаю, потому что я уже знаю особенности своей духовки. Я пеку ровно 35 минут. Вы ориентируетесь по своей духовке. Теперь бисквиту нужно будет дать хорошенько остыть и продолжим дальше сборку тортика. Бисквит остыл, я его сейчас переложу в ту форму, в которой его выпекала. Сверху бисквит буду украшать сочными консервированными мандаринами. Мне понадобилось 7 баночек. В баночке чистый вес 312 грамм. Мандаринов 175 грамм. На банке написано мандарин оранжен, а я не почувствовала, что здесь содержатся апельсинки. Мне кажется, что здесь вот только мандаринки. Очень красивые, яркие, сочные, ароматные. И вот теперь их нам нужно будет по всему бисквиту разложить. Как я уже и ранее говорила, украсить можно любыми другими фруктами, ягодами по вашему вкусу. К примеру, свежая малина. Вот сейчас сезон как раз клубники, малины, черной смородины, крыжовник, к примеру. И вот так вот плотненько укладываем мандаринка возле мандаринки. И дальнейшая сборка торта будет уже в разъемном квадрате. Для уложенных мандаринов нам нужно будет приготовить заливку. Заливка будет на основе загустителя.
пакетике 12 грамм. Выжимаю сюда сок половины крупного лимона. И беру сок консервированных мандаринов. Чтобы загуститель хорошо размешался и не было комочков, сначала добавляю небольшое количество сока. Если ваш сок не сладкий, значит по вкусу можете добавить сюда сахар. На 250 миллилитров сока идет 2 столовые ложки сахара. Этот сок очень сладенький, поэтому сахар мне не понадобится. Все это ставлю на плиту, довожу до кипения и после закипания провариваю где-то около 30 секунд. И вот теперь только что сваренный загуститель равномерно распределяю по всем мандаринам. Он очень быстро застывает. Заливка хорошо стабилизировалась, застыла. Теперь поверх мандаринов наносим крем на основе сметаны и маскарпоне. Крем очень плотный, с ним легко работать. Приготовленный торт сверху по желанию можно украсить белым шоколадом, дольками лимона или, к примеру, корица, смешанная с сахарной пудрой. Корица по-немецки это цимт. И вот сейчас на несколько часов отправляю тортик в холодильник, а потом посмотрим, каким он получился в разрезе. Торт простоял около 3 часов в холодильнике. Все-таки я решила его сверху украсить тертым белым шоколадом.
Ну что, друзья, ну что тут скажешь? Вы сами все прекрасно видите. В этом тортике все волшебно, идеально, красочно, ярко. Торт истончает приятные цитрусовые ароматы. Лучше рецепта, я скажу вам честно, не придумаешь. Если, к примеру, вам не по вкусу мандарины, можете заменить их другими консервированными или свежими фруктами. Также отлично в этом тортике сочетается ягода, к примеру, сезонная. Вот у нас сейчас как раз сезон малинки, клубнички. Экспериментируйте, готовьте, удивляйте своих родных и близких этим потрясающим вкусом. На сегодня все. Всем пока и до следующих встреч в новом видео.